Сегодня у нас особый спектакль. Сегодня мы в буквальном смысле слова занимаемся благотворительностью. Все те деньги, которые сегодня мы собрали благодаря тому, что вы сегодня пришли к нам, мы решили перевести в фонд помощи двум циркам, которые очень сильно пострадали за последние 8 лет. И я сейчас говорю про Донецк и про Луганск. Спасибо большое, что поддержали нас. Меня зовут Маша, и я из Одессы. Профессиональная артистка цирка. Занимаюсь такими жанрами, как эквилибр, хула-хупы, ремни, акробатика. Мой основной жанр – эквилибр. Хочу рассказать за кулисье Большого московского цирка. То есть у нас есть 4 выхода, откуда выходят артисты. Обычно артисты у нас готовятся в репетиционном манеже. То есть они разминаются, подготавливаются к шоу. Здесь за кулисами еще находятся реквизиты. У нас все закулисье в ярких, тяжелых реквизитах. Шикарнейшие костюмы, которые делают здесь. Все качественно, красиво, блестит. Я переехала из Украины в Россию в 2018 году. По причине, наверное, во-первых, работы и по причине, наверное, того, что люди немножечко в Украине больше озлобленно как-то относятся. Я на Украине очень часто сталкивалась с пропагандой, которая промывала мозги и старикам, и молодежи. Здесь люди добрее как-то, и по работе здесь как-то поперспективней, я бы так сказала. Нам нужно как-то объединяться. Мы один народ, единый народ. Так, и молодец. Ждешь. И сейчас мах, и пошла. Молодец. Ну вот, видишь, уже и вкачек. Еще вчера не делала, а сегодня уже делаешь. Справилась? Справилась. Маша мне вот уже там на 3-й день репетиции сказала, что она заканчивала Киевское училище. Я работал в Киеве с цирком 3 раза и 2 раза был со спортом. У меня там оттуда друзей сколько много, там номеров из Киевского училища. Там. У нас нет такого, что вот ты там казах, ты там украинец, ты татарин. Так. У нас цирковая семья, и все делится конкретно на этих людей, которые заняты одной темой цирка, жанровостью вот этой. Сила была в многонациональности нашего цирка. Для того, чтобы наладить отношения между Украиной и Россией, хотелось бы жить сплоченней и поддерживать друг друга. Между моей семьей и друзьями встала стена. Я хочу, чтобы не было ни русни, ни хохлов. Я хочу, чтобы была единая семья. Здесь мы находимся вот среди 3 подростков, им по 11 месяцев. Они начинающие звезды, начинающие. Чтобы стать полноценными звездами, им еще нужно 2 года упорных тренировок и репетиций. Ваня! Эй! Оп! Забрали, нет? В 2004 году, когда у нас в Украине тогда еще начался оранжевый этот бум, Майдан, я уже тогда начал понимать о том, что мне в этой стране в принципе некомфортно. И в 2014 году, когда состоялся Майдан, я уехал из этой заболевшей страны, которая была поражена каким-то непонятным вирусом, и я уехал в Россию вместе со своими львами, которые сейчас находятся сзади меня. И с тех пор я со львами не возвращался туда, но на свою историческую родину, в ДНР, Донецкую Народную Республику, я приезжал
и приезжаю по сегодняшний день, потому что там моя живет мама, папа, там моя жизнь, там моя родина малая, и там себя чувствую, ну, в комфорте, потому что я там родился и вырос. Цирк — такое искусство многонациональное, где нет национальностей. И с приходом, ну вот, будем говорить, оранжевой вот этой чумы, болезни, которую навязало именно политическое руководство страны, зашло в головы тем людям, которые вот находятся в цирковом искусстве. Я стал изгоем для своих соотечественников и для коллег по цеху. Все цирковые артисты на сегодняшний день отвернулись от меня из Украины полностью. Все они считают меня предателем, они считают меня москалем, они считают меня путлером, фашистом. Для меня есть очень понятные истины, которые ну, давно, крепко и навсегда засели во мне. Фашизм – это максимальное зло. Все, что касается нацизма, должно быть уничтожено. Когда Ющенко объявил Бандеру героем, Шухевича, я понял, что нет, ребят, нам сейчас с вами уже не по пути. Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні! Когда я был в Донецке и видел украинцев, это было еще до начала специальной военной операции, я первый раз там оказался примерно лет 8 назад, украинцев, которые уже ненавидели собственную страну. Они уже ненавидели слово «Украина». Они уже прятались по домам и жили в подвалах уже длительное время. Я понимал, что Россия должна действовать. И на протяжении следующих 8 лет, да, как-то мысленно, что ли, призывал, что нам нельзя отмалчиваться. Когда началась специальная военная операция, ну, я понял, что наконец-то мы сделали правильный шаг по спасению людей. Вот и все. Да, это украинцы, да, это русскоговорящие украинцы, но которые попали в ситуацию, и они готовы отказываться от своего гражданства не только во имя спасения собственной жизни, но и во имя идеи. Они не поддерживают все, что происходило на Майдане. Они не понимают, почему их страна пошла другим курсом. Они не хотят присоединяться там, к этой толерантной Европе и к Америке. Я поддержал, потому что у нас одна общая идеология с этими людьми. Я так воспитан. Я родился в Ялте, мой брат родился в Харькове. Я в школу ходил во всех центральных городах Украины. И знаю, что такое западенцы, что даже в советское время они презирали нас и не хотели с нами на русском языке разговаривать. Уже тогда это чувствовалось, а сейчас это просто очень сильно обострилось. Вот и все. Во время любых военных операций культура, это мое убеждение, является последним оплотом адекватности. Потому что если мы уничтожим культурные ценности, человек превратится просто-напросто в животное. Поэтому сейчас я рад тому, что весь наш современный российский цирк встал на путь поддержки специальной военной операции, и это проявляется во всех смыслах слова. Многие ушли на фронт. Многие поехали на фронт давать представления. Но самое главное – это поствоенное время, которое все равно наступит. И даже сейчас уже мы продолжаем работать каждый день с людьми, которые вернулись с фронта. Многие из них покалеченные, как физически, так и морально. И им надо помочь адаптироваться. На фронт они не вернутся, но с ума сойти они не должны. Самое главное во всем этом еще и присутствие детей. Вот недавно к нам приходили в Санкт-Петербурге группа семей
папы которых сейчас на фронте. И меня администраторы предупредили, что не все знают, что уже папы не вернутся. И вот нам надо их отвлечь, нам надо их поддержать, нам надо с ними пообщаться. Люди культуры этим должны заниматься на постоянной основе, как можно больше, чаще, и убежден, что это на годы вперед. Неважно, откуда ты и кто ты, мы одна семья, и мы должны поддерживать друг друга.